Всем привет, друзья! Сегодня на нашем канале мы расскажем о том, почему мы завели собаку и как мы выбирали породу. А вот и собака! Как вы успели заметить, нас сегодня не двое, а трое. Викуля не совсем понимает, к сожалению, где камера. Давай мы тебя развернем. Оп. Вот. Это наша Викуля. Викуля нас покинула, но мы продолжим. Но перед просмотром видео не забудьте подписаться на канал, ставить комментарии, писать ваши вопросы, и мы обязательно на них ответим. Ну и лайки, конечно. Почему же мы решили завести собаку? В 2017 году после нашей свадьбы мы решили завести собаку. Хотели быть той счастливой семейной парой, которая гуляет с детьми, с собакой, и все классно и здорово. Наташа, как обладательница маленьких собак в детстве, также захотела маленькую собаку, которая будет занимать очень мало места, будет везде с нами. Но я, как не любитель пробников собак, захотел завести большую собаку. И нам пришлось выбирать породу, какая нам будет по душе. Читали много-много разного материала, читали про породы, смотрели, подходит ли их поведение под наш образ жизни. Мы пришли к тому выводу, что мы хотим завести самоеда. И мы завели Вики. В 2017 году порода самоед была еще не настолько популярна в России, как она популярна сейчас. Но, возможно, кто-то из вас слышит об этой породе первый раз. Мы сразу хотим сказать, что эта порода очень любвеобильная, и если вы хотите попробовать добиться от нее какой-то злости, то у вас ничего не получится. Нам часто задают вопрос, почему она так называется, самоед? Она сама себя ест, что ли? Есть несколько версий, почему такое название у самоедов. Краткая история. Первая версия, то, что они произошли от северных племен, которые назывались самоять. И вторая версия, что эти собаки белого цвета. Эта собака считается северной породы, и поэтому, когда эти собаки шли в упряжке, их не было видно на снегу, а было видно только их черный носик и черные глазки. Отсюда повелось выражение, что сани сами едут. Поэтому и самоеды. Самоед. Вики взяли мы совсем маленьким щенком. Вики выбирали мы у официального заводчика самоедских собак. Питомник называется Лорд Норт. Соответственно, имя нашей собаки звучит так. Лорд Норт Вики. Продолжая тему о выборе щенка, важно сказать, что изначально вместе с собакой вам выдают щенячью метрику, которая в дальнейшем меняется на вот такое свидетельство о происхождении. Красивую бумажку. О собаке. И щенячья метрика, точно так же, как и свидетельство о происхождении, дает вам возможность определять собаку по ее родословной. При рождении каждому щенку набивается татуировка с определенным номером, который относится как раз к питомнику. Например, у нашего питомника это буквы ЕЗС. В самом свидетельстве о происхождении также есть вся родословная нашей собаки. Например, дедушка Вики из Канады. После нашей свадьбы мы еще продолжали какое-то время жить в Сочи. Соответственно, собаку в Сочи мы повезли с собой. Она была еще маленьким щенком, и третьей прививки для перевозки этой собаки у нас еще не было. Нам пришлось договариваться по поводу прививки, и это вполне возможно. И мы благополучно перевезли собаку в город Сочи на самолете в контейнер для перевозки собак. Она ехала у нас на ручках, никакие седативные вещества мы не давали. Она спокойно перенесла полет и отлично себя потом чувствовала. Собака жила какое-то время с нами в Сочи и постоянно находилась в таком же жарком климате, в таких же жарких условиях, как и мы, и постепенно к этому привыкла. Летом мы с ней гуляли в основном по утрам и вечерам, так как днем было действительно жарко, и ей было немножко тяжеловато находиться в таком жарком климате. Далее мы немножко поговорим о характере собаки, почему мы выбрали такую собаку для себя, почему нам подошла именно эта порода. Когда Вики была еще щенком,
она, так как и другие маленькие щенки, да и вообще, в принципе, маленькие дети, была шалопаем и грызла все, что видела, и пакостила, и потихоньку мы у нее это искореняли, потихоньку это все убирали. Щенки самоеда, так же как и собаки любых других пород, тоже грызут мебель, грызут одежду. И первые полгода мы убирали все с пола, все провода, всю одежду, всю мебель, максимально старались все прибрать, чтобы Викуля ничего не сгрызла. Но все равно атаки поддались. Носки, провода, Тапочки. и тюбик с кремом для рук. Примерно в 6 месяцев мы начали дрессировать собаку, обучать ее стандартным командам, таким как «дай лапу», «сидеть», «лежать», «апорт», «пошли кушать» и команде «фу». Вики, иди сюда, тебе не хватает. Вики! Давай, хватит спать. Иди сюда. Ну, здравствуйте. Немножко не тот ракурс. Вот Викуля к нам присоединилась, можно продолжить рассказывать о ней. Сейчас она весит 18 килограмм. Ей сейчас 4 годика. Хочется отметить, что собака очень спокойная. Она никогда не кидается на людей, не кидается на кошек, кидается почему-то только на голубей. Хочется рассказать о ней, что эти собаки – это полноценные няньки, которых можно оставлять с детьми, и они точно им никогда не навредят. Они очень терпеливые, и они очень не любят сниматься, походу. Парочка советов по уходу за самоедами. Если вы успели заметить, то эти собаки чисто белого цвета. У них не бывает другой окраски, максимум это белый персиковый цвет. И шерсть у этой породы достаточно длинная, и порой достигает 10-12 сантиметров в длину, а иногда бывает даже и 15. Также у этой породы очень плотный подшерсток, который позволяет им не перегреваться летом и держать тепло зимой. Рекомендуется как можно чаще их расчесывать, особенно в периоды ринги, это осень и весна. А мыть эту породу не рекомендуют. Рекомендуют, точнее, мыть породу нечасто, потому что тогда эта белоснежная шерсть потеряет способность к самоочищению. Действительно, когда мы ходим с собакой в поход, она не так сильно морается, как другие собаки, которые ходят с нами. Викуля у нас очень любит путешествовать. С детства мы ее приучили к поездкам на машине, поэтому как только она видит машину на улице, она сразу хочет залезть в нее и куда-нибудь уехать. Переносит переезды достаточно хорошо, она просто ложится, спит, либо сидит и наблюдает в окно за происходящим миром. К вопросу о питании самоедов. Поскольку это порода белого цвета и совсем не хочется, чтобы ее шубка окрасилась, необходимо соблюдать определенный рацион питания этой собаки. В рационе не должно быть красящих продуктов, например, моркови, свеклы и томат. Также рекомендуется корм с пониженным содержанием белка, большое количество говядины, им категорически не разрешена жирная пища, такая как свинина, и есть рекомендации, чтобы не использовать курицу в их питании. Также этим собакам не даем кости дикого происхождения, ну то есть вот не те, которые в магазине продаются из жил, а кости, которые остаются после мясопереработки. Да, такие мы не даем. Начинали мы кормить Викулю сухим кормом, который нам посоветовал заводчик, и постепенно формировали ее рацион питания. После года мы попробовали ее перевести на натуральную пищу. Это каши, это молочка, это рубец и говядина. Но со временем для нее мы выбрали смешанный вид питания, и она выбрала его сама, можно сказать, как сочетание сухого корма и корма домашнего, наверное, можно так сказать. Это каши, мясо, овощи. И молоко. И молоко, да, из которых она получает все необходимые витамины, которых ей не достает в сухом корме. Эта порода также подходит нам, потому что большую часть своего времени мы работаем дома, можем уделять ей большое количество внимания. Но даже несмотря на это, когда мы уходим на большое количество часов из дома, там, от 6 до 8, когда мы выезжаем на проекты куда-то работать, то собаку совершенно спокойно можно оставлять дома одну, потому что все это время она спит и
не воет, и можно быть спокойно за сохранность вещей. Итак, подытожим, почему самоед, на наш взгляд, идеальная порода собаки. Эти собаки не агрессивные. Они не будут кидаться на гостей, не будут кидаться на проходящих мимо людей. И вообще, в принципе, жить с ними очень комфортно. Они очень любят детей. Как только их видят, сразу хотят с ними играть. Собаки-самоеды очень хорошо относятся к другим домашним животным, например, таким как кошка. Наша собака адаптировалась к кошке родителей, когда у них была в гостях, буквально за 3 дня. И потом они уже спали в обнимку, и хотя это 2 совершенно разных животных, которые не виделись никогда. Эти собаки очень мало лают попусту. Например, маленькие собаки лают часто. Эта собака очень спокойная в плане лая, то есть она подойдет, понюхает, и если другая собака на нее лайкнет, то только после этого наша собака подаст голос. Ну и в целом самоеды неприхотливая порода. Из ухода требуется только периодическое расчесывание, периодическая мойка, стрижка ногтей и раз в год делать прививки. И молочный коктейль. Мы поделились с вами своим опытом владения самоедом. Наш рассказ и наш опыт поможет вам сделать выбор в пользу собаки-самоеда, и вы станете владельцем настоящего друга, настоящего комочка любви в вашем доме, который будет всегда вас ждать. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии, потому что вы классные люди. И до встречи в следующем видео. Пока!